В этом видео я приведу цитаты разных лет о композиторах из статей лондонских, парижских, берлинских, петербургских и бостонских газет, а также цитаты из критических рецензий музыкального критика, члена могучей кучки Цезаря Кюи и австрийского музыковеда и музыкального критика Гангслика. И у меня сразу к вам вопрос. Считаете ли вы данные критические оценки действительно объективными? И вообще, что вы думаете на этот счет? Музыкальная критика – это анализ и оценка произведений музыкального искусства. До XVIII века музыкальная критика представляла собой часть специализированных трактатов о музыке. И только с появлением печати постепенно критика стала позиционировать себя как экспертную оценку произведений для широкого круга читателей и слушателей. Большую роль в становлении музыкальной критики в XIX веке сыграла всеобщая музыкальная газета. Это было еженедельное издание, посвященное академической музыке. Выходило оно в Лейпциге на немецком языке с 1798 года по 1882. Позже возможность публикации статей о музыке в газетах и журналах общего профиля стали использовать и многие крупные музыканты, например, Роберт Шуман и Гектор Берлиоз. Необходимым условием критики являлось то, что она должна была быть мобильной, быстро откликаться на все новое. Но не нужно забывать, что высказываемые суждения не всегда опираются на тщательный предварительный художественный анализ. Так, рецензии иногда пишутся под впечатлением однократного прослушивания впервые исполненного произведения или вовсе просто беглого знакомства с нотным текстом. Тем не менее, этот род критических работ оставался массовым долгие годы и потому оказал значительное влияние на отношение к произведению. Как я уже говорила, в эпоху романтизма в качестве музыкальных критиков выступали и композиторы. Печатное слово служило для них средством защиты и обоснования своих новаторских творческих установок, а также борьбы против консерватизма или поверхностно-развлекательного отношения к музыке. Также это было разъяснение и пропаганда творений искусства. Эрнст Теодор Амадей Гофман первым создал характерный для романтизма жанр новеллы, в которой эстетические суждения и оценки облекаются в форму беллетристического художественного вымысла. Деятельность Гофмана имела большое прогрессивное значение. В частности, он активно пропагандировал произведения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, считая творчество этих мастеров вершиной музыкального искусства. Его традиции продолжил немецкий композитор Роберт Шуман. Основанный им в 1834 году новый музыкальный журнал стал органом передовых новаторских течений в музыке. Так Шуман, например, горячо приветствовал первые произведения Шопена, с проникновенностью писал о Шуберте, в свое время высоко оценил фантастическую симфонию Берлиоза, а уже в конце жизни привлек внимание музыкальных кругов к молодому Брамсу. Французский композитор Гектор Берлиоз впервые выступил в печати в 1823 году. Он стремился утвердить высокий взгляд на музыку как на средство воплощения глубоких идей. Он подчеркивал ее важную воспитательную роль и боролся против легковесного отношения к музыке, господствовавшего среди обывательских кругов. Не все в наследии музыкального классицизма Берлиоз понимал и оценивал. Так, например, он резко высказывался против Гайдна и в какой-то степени принижал роль инструментального творчества Моцарта. Но недосягаемым композиторским образцом служило для него искусство Бетховена, которому он посвятил ряд его лучших критических работ. Также он с интересом относился и к молодым национальным музыкальным школам. К тому же он был первым из западных критиков, кто оценил художественное значение творчества Глинки. В своей литературно-журналистской деятельности венгерский композитор Ференц Лист поднимал вопросы о положении артиста в обществе, изобличал зависимость искусства от денежного мешка, настаивал на необходимости широкого музыкального образования и просвещения.
Композитор рассматривал музыку как силу, объединяющую людей друг с другом и в целом способствующую моральному совершенствованию человечества. Музыкальной критической деятельностью занимался и немецкий композитор Рихард Вагнер, статьи которого публиковались в различных органах немецкой и французской печати. С XIX века влияние и масштабы музыкальной критической деятельности значительно увеличиваются, и возникает ряд специальных критических органов, которые часто были связаны с определенными творческими направлениями и вступали в полемику между собой. Так, в 20-х годах XIX века среди первых профессиональных музыкальных критиков во Франции выдвигаются французский музыковед и издатель Кастиль Блас, а также бельгийский музыковед и композитор Франсуа Жозеф Фетис. Знаток старинной музыки Фетис считал, что начиная с позднего периода творчества Бетховена, его музыка вступила на ложный путь. А также он отвергал новаторские достижения Шопена, Шумана, Берлиоза, Листа. В противовес консервативному направлению его журнала в 1834 году была создана Парижская музыкальная газета, которая объединила музыкальных и литературных деятелей, поддержавших передовые творческие искания в искусстве. Противником романтической музыкальной эстетики был австрийский музыкальный критик Эдуард Ганслик. Так, например, он полностью отвергал романтическую идею синтеза искусств, резко отрицательно относился к творчеству Ференца Листа и Рихарда Вагнера. Из композиторов прошлого Ганслик особенно высоко ценил Баха, Генделя, Бетховена и своих современников же Брамса и Бизе. В защиту Вагнера и Брукнера от нападок Ганслика в 80-х годах выступал австрийский композитор и музыкальный критик Хуго Вольф. Также в защиту Вагнера выступали и сторонники новых творческих течений не только в музыке, но и в литературе и живописи. В 1885 году даже был создан Вагнеровский журнал, в котором наряду с видными музыкальными критиками принимали участие также многие выдающиеся французские поэты и писатели, в том числе Поль-Мари Верлен, Стефан Маларме и Жорис Карл Гюйсманс. В XX веке новые творческие направления вызывали все новые столкновения мнений. Так на рубеже веков развернулась полемика вокруг творчества Клода Дебюсси. Особую позицию во французской критической деятельности в начале XX века занимал французский писатель, музыковед и общественный деятель Ромен Ролан. Так он указал на присущие французской музыке черты элитарности, ее оторванность от интересов широких народных масс, и был сторонником жизнеутверждающего искусства, которое должно было быть тесно связанным с жизнью народа. В конце XIX – начале XX века широко известным на Западе становится и творчество русских композиторов. Ряд зарубежных критиков, в том числе Дебюсси, считали, что именно русская музыка должна дать плодотворные импульсы для обновления всего европейского музыкального искусства. Так, если в 80-х, 90-х годах XIX века неожиданным открытием для многих западных музыкантов оказались произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Балакирева, Бородина, то 2-3 десятилетиями позже их внимание привлекли к себе балеты Стравинского. Одним из активнейших пропагандистов русской музыки во французской и английской печати был на то время франко-британский музыковед Мишель Кальвакаресси. Зачатки критической деятельности в России относятся к XVIII веку. В официальной правительственной газете «Санкт-Петербургские ведомости» начиная с 30-х годов печатались небольшие сообщения о событиях музыкальной жизни, об оперных спектаклях, о празднествах при дворе и в домах аристократии. Они больше представляли из себя краткие заметки чисто информационного характера, а позже появились и крупные статьи, преследовавшие цель ознакомления русской публики с новыми для нее видами искусства. Так, русский писатель и мыслитель эпохи романтизма, один из основоположников русского музыкознания, князь Владимир Федорович Адоевский, впервые заявил, что с Глинкинской оперы появилась и, цитирую,
новая стихия в искусстве и начинается в истории новый период – период русской музыки. Таким образом, постановка Ивана Сусанина дала повод для рассуждений о рождении русской школы в музыке. А вот у литературного критика Василия Петровича Боткина, который положительно высказывался о Бетховене, Шопене, Листе, по отношению к глинкинскому творчеству его позиция оказалась двойственной. Отдавая должное мастерству Глинки, он все же считал его попытку создания русской национальной оперы неудавшейся. 60-е годы XIX века. Это период общего подъема музыкальной культуры. Это период реформ царского правительства. Здесь происходило выдвижение новых ярких и значительных творческих фигур, формирование школ и направлений. Все это служило стимулом для активности и музыкальной критической деятельности. Начинается деятельность таких критиков, как Александр Николаевич Серов и Владимир Васильевич Стасов. Также выступают в печати Цезарь Антонович Кюи и Герман Августович Ларош. Музыкальной критической деятельностью занимались и композиторы, например, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков. Общими для всех них были просветительская направленность и отстаивание интересов отечественного музыкального искусства в борьбе с пренебрежительным отношением к нему бюрократических кругов и непониманием критиками консервативного лагеря. Так, например, Цезарь Кюи, являющийся одним из членов могучей кучки, был несправедлив Чайковскому. Также он отвергал Вагнера. Напротив, Герман Августович Ларош высоко ценил Чайковского, но высказывался отрицательно о произведениях Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и критически относился к творчеству многих выдающихся зарубежных композиторов после бетховенского периода. Кстати, гораздо позже сам же Кюи на склоне лет признался, что его ранние статьи отличаются резкостью суждений и тона, преувеличенную яркостью красок, исключительностью и безапелляционностью приговоров. Начало XX века стало для русской музыки временем больших перемен. Появление поздних произведений Скрябина, начало творческой деятельности Стравинского, Прокофьева сопровождались спорами, нередко разделявшими музыкальный мир на непримиримо враждебные лагеря. В 1910-х годах в Москве издавался журнал «Музыка», на страницах которого обсуждались новые явления в области музыкального творчества. Более академический по направлению был «Музыкальный современник». Он выходил в Петрограде под редакцией Римского-Корсакова. Статьи и заметки о музыке, появляющиеся в партийной большевистской печати, преследовали главным образом просветительские задачи. В них подчеркивалась необходимость широкой пропаганды классического музыкального наследия и одновременно подвергалась критике деятельность казенных музыкальных учреждений. Революционер, писатель, публицист и искусствовед Анатолий Васильевич Луначарский старался выявить их связь с социальной жизнью и выступал против, цитирую его слова, «декадентской извращенности». Музыковеда и композитора Бориса Владимировича Асафьева интересовали не только явления музыкального творчества, но и сфера массового музыкального быта. В основе большинства его высказываний лежало требование глубокой связи музыкального творчества с жизнью, то есть с запросами широкой массовой аудитории. В 50-х годах XX века был установлен новый взгляд на достижения современной музыки, так называемый «золотой фонд». Ну и теперь, наконец, приведу обещанные цитаты разных лет из газетных статей, а также цитаты Кюи и Ганслика об известных композиторах. Итак, о Бетховене. Хор, которым завершается 9-я симфония Бетховена, местами весьма эффектен, но его так много, и так много неожиданных пауз и странных, почти нелепых пассажей трубы и фагота. Так много бессвязных, громкоголосых партий струнных, использованных безо всякого смысла. И в довершении всего оглушающее, неистовое веселье финала, в котором, помимо обычных треугольников, барабанов, труб, использованы все известные человечеству ударные инструменты. Еще цитата.
От этих звуков земля содрогнулась под нашими ногами, и из своих могил восстали тени достопочтенных Талиса, Пёрсела и Гиббонса, и даже Генделя с Моцартом, чтобы увидеть и оплакать тот буйный, неудержимый шум, то современное бешенство и безумие, в которое превратилось их искусство. О Вагнере. Откройте клавир Тристана и Изольды. Это прогрессивная музыка для котов. Повторить ее сможет любой дрянной пианист, который будет нажимать на белые клавиши вместо черных, или наоборот. Еще цитата. Прелюдия к Тристану и Изольде напоминает мне старинный итальянский рисунок одного мученика, кишки которого медленно наматывают на вал. И еще цитата. Даже если собрать всех органистов Берлина, запереть в цирке и заставить играть каждого свою мелодию, то и тогда не получится настолько же невыносимой кошачьей музыки, как мейстерзингеры Вагнера. Критики о Ференце Листе. Концерт Листа – подлая, низкопробная почкотня. Путешественники так описывают выступления китайских оркестров. Возможно, это представитель школы будущего. Если так, то будущее вышвырнет в помойку сочинения Моцарта, Бетховена и Гайдна. Оркестровая музыка Ференца Листа – это оскорбление искусства. Это безвкусный музыкальный разврат, дикое и бессвязное животное мычание. И еще цитата. Взгляните на любую из композиций Листа и скажите честно, есть ли в них хотя бы такт подлинной музыки? Композиции. Декомпозиции. Вот правильное слово для этой отвратительной плесени, душащей и отравляющей плодородные почвы гармонии. Критики о Шопене. Весь корпус сочинений Шопена представляет собой пеструю смесь напыщенных гипербол и мучительной какофонии. Остается лишь догадываться, как Жорж Санд может тратить драгоценные минуты своей восхитительной жизни на такое артистическое ничтожество, как Шопен. Невозможно представить, чтобы музыканты, кроме разве что тех, кто обладает болезненной тягой к шуму, скрежету и диссонансам, могли всерьез наслаждаться балладами, вальсами и мазурками Шопена. Цитаты о Сен-Сансе. Сен-Сан сочинил больше дряни, чем любой из известных композиторов. И это худший род дряни, самая дрянная дрянь на свете. О Кармен Жоржа Бизе. Кармен – это едва ли нечто большее, чем просто собрание шансонов и куплетов. Музыкально эта опера не сильно выделяется на фоне сочинений Оффенбаха. Как произведение искусства Кармен – полное ничто. О Дебюсси. Не было ничего естественного в этом экстазе чрезмерности. Музыка казалась вымученной и истерической. Временами страдающему фавну определенно требовался ветеринар. Послеполуденный отдых фавна Дебюсси – характерный пример современного музыкального уродства. У фавна явно не задался вечер. Несчастную тварь то истирают и перемалывают духовые, то она тихо ржет флейтой, избегая даже намека на успокоительную мелодию, пока ее страдания не передаются и публике. Эта музыка полна диссонансов, как нынче принято, и эти эксцентричные эротические спазмы свидетельствуют лишь о том, что наше музыкальное искусство находится в переходной фазе. Когда же придет мелодиз будущего? О Мусоргском. Бориса Годунова можно было бы озаглавить «Какофония в 5 актах и 7 сценах». Еще цитата. «Ночь на Лысой горе Мусоргского самая отвратительная из всего, что мы когда-либо слышали. Оргия уродства, настоящая мерзость. Надеемся никогда не услышать ее вновь». О римском Корсакове. Садко римского Корсакова – это программная музыка в самом ее бессовестном виде. Варварство, сопряженное с крайним цинизмом. Нечасто нам приходилось встречать такую бедность музыкальной мысли и такое бесстыдство оркестровки. Герр фон Корсаков – молодой русский офицер, и, как все русские гвардейцы,
фанатичный поклонник Вагнера. Вероятно, в Москве и Санкт-Петербурге гордятся попыткой взрастить на родной почве что-то похожее на Вагнера. На вроде русского шампанского, кисловатого, но куда более забористого, чем оригинал. Но здесь, в Вене, концертные организации ориентируются на приличную музыку, и мы имеем все поводы протестовать против столь дурно пахнущего дилетантизма. О Рахманинове. Если бы в аду была консерватория и было задано написать программную симфонию на тему 7 египетских язв, и если бы была написана она вроде симфонии Рахманинова, то он блестяще бы выполнил задачу и привел бы в восторг обитателей ада. О Скрябине. Скрябин находится в плену иллюзий, свойственной всем невротичным дегенератам. Неважно, гением или обычным идиотом, что он расширяет границы искусства, усложняя его. Но нет, этого ему не удалось. Напротив, он сделал шаг назад. «Прометей» Скрябина – сочинение некогда приличного композитора, заболевшего умственным расстройством. О Чайковском. 5-я симфония Чайковского – сплошное разочарование. Фарс, музыкальный пудинг, заурядно до последней степени. В последней части калмыцкая кровь композитора берет над ним верх, и сочинение начинает напоминать кровавый забой скота. Еще цитата. «Есть люди, которые постоянно жалуются на свою судьбу и с особым пылом рассказывают о всех своих болячках. Именно это я и слышу в музыке Чайковского». Увертюра к Евгению Онегину начинается с хныканья. Хныканье продолжается и в дуэтах. Ария Ленского – жалкое диатоническое поскуливание. В целом же опера неумелая и мертворожденная. Еще цитата. «Русский композитор Чайковский без сомнения не истинный талант, а раздутая величина. Он одержим идеей собственной гениальности, но не обладает ни интуицией, ни вкусом. В его музыке видятся мне вульгарные лица дикарей, слышится ругань и ощущается запах водки. Фридрих Фишер как-то выразился про некоторые картины, что они так отвратительны, что от них воняет. Когда я слушал скрипичный концерт господина Чайковского, мне пришло в голову, что бывает и вонючая музыка». О Стравинском. Стравинский совершенно не способен к формулированию собственных музыкальных идей. Но он вполне способен на то, чтобы ритмично бить в барабан в своем варварском оркестре. Это единственная живая и реальная форма в его музыке. Тот примитивный род повторения, который прекрасно удается птицам и малым детям. Цитаты о Шостаковиче. Шостакович, без сомнения, главный сочинитель порнографической музыки в истории искусства. Сцены из «Леди Макбет» Мценского уезда – это воспевание того сорта пошлости, которую пишут на стенах сортиров. Еще цитата. 9-я симфония Шостаковича заставила автора этих строк покинуть зал в состоянии острого раздражения. Слава Богу, на этот раз обошлось без грубой помпезности и псевдоглубин, характерных для 6-й и 8-й симфоний. Но им на смену пришла мешанина из цирковых мелодий, галопирующих ритмов и устаревших гармонических вывертов, напоминающих лепет не по годам развитого ребенка. И о Прокофьеве. Для новой музыки Прокофьева нужны какие-то новые уши. Его лирические темы вялы и безжизненны. 2-я соната не содержит никакого музыкального развития. Финал напоминает бегство мамонтов по доисторической азиатской степи. И последняя цитата. Сочинения мистера Прокофьева принадлежат не искусству, а миру патологии и фармакологии. Здесь они определенно нежелательны, ведь одна лишь Германия, с тех пор, как ее захлестнуло моральное и политическое вырождение, произвела больше музыкального говна, чем может вынести цивилизованный мир. Да, это звучит прямолинейно,
Но кто-то же должен противостоять тенденции понравиться публике, сочиняя то, что мы не можем назвать иначе, как низкой и вульгарной музыкой. Сочинения же мистера Прокофьева для фортепиано, которые он сам и исполнил, заслуживают отдельных проклятий. В них нет ничего, что способно удержать внимание слушателя. Они не стремятся ни к какому осмысленному идеалу, не несут эстетической нагрузки, не пытаются расширить выразительные средства музыки. Это просто извращение. Они умрут смертью выкидышей. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!